комиссии из Московского училища был такой педагог Александр Прокофьев, который очень хотел меня взять к себе в класс, но у него был класс, который был старше меня на год. И они сказали, ну, маму стали уговаривать меня все равно привести, что они дадут рекомендацию самому лучшему педагогу, который есть. Это Петр Антонович Пестов. И вот, как бы я был о нем наслышан, я его никогда не видел. Я пришел 1 сентября в школу, а Петру Антоновичу просто когда сказали, что вот к вам такого мальчика способного мы определим, он сказал, ну, определяйте, говорит, отчислите, я всегда успею. Ну вот. И я вот пришел к нему, мне было 13 лет. Я тогда был уже выше него ростом. У меня в руках был огромный букет роз. Я был такой все-таки ребенок из прекрасного Кавказа. И когда мне сказали, вот он стоит, я розы отодвинул, так я увидел человека, ну, как бы в моем представлении был педагог балета, должен быть высокий, такой стройный, весь такой красивый мужчина. И вдруг стоит дяденька, который меньше меня ростом, стоит в сабо деревянных. И я ему говорю, здравствуйте, вот я, мол, к вам в класс. А он мне начал отвечать, и он заикался. И я так растерялся, что цветы ему не дарю, и так держу их вот так. И на него смотрю в ошарашении. Он сам догадался, взял цветы и говорит, иди, мол, в класс. Вот так началось наше знакомство. Ну, а потом... Ну, как бы мы были маленькие, тогда это был 4 класс по балетным меркам. Я не могу сказать, что был какой-то стиль. Единственное, была железная дисциплина, все были очень аккуратно одеты. Это еще возраст, когда в трусиках занимаются, трусики, белые маечки, белые носочки, белые туфли, и у всех на голове сеточка. Вообще Петр Антонович, когда уехал на Запад, он стал очень добрым, он стал совсем другим. Он с нами был очень, так скажем, даже немножко жесток. Он сразу приучал к тому, что мир это очень сложный, организованный вообще. И мы тем более попадаем в театр, где очень все сложно, что мы не должны лениться, мы не должны быть очень такими, как сказать, легкомысленными, да, что мы должны работать, быть очень собранными. Ну, в этом, конечно, я думаю, что все, кто у него учился, ему очень благодарны, потому что он настолько всех готовил к жизни в театре, и что постоянно интриги, и что бы тебе ни сделали, ты был, как бы тебе не испортили настроение, или не сказали тебе гадость или похвалу, да, ты все время должен быть вот организован к работе, ни на что не обращать внимания. И со временем я понял, что эта система была вот это, как бы заставить организм научиться работать в любой ситуации. Включили музыку, выключили свет, там что угодно. Ты идешь, у тебя программа заложена, вот ты ее должен сделать. Движение довести до автоматизации вообще. Это очень сложная работа, и с детьми она просто немыслимая. Другое дело, что его классы всегда отличались от всех в школе. Это были привилегированные ученики все, в том плане, что мы были лучше всех образованы, мы были самые дисциплинированные, мы никогда, если мы шалили, мы никогда никого не сдавали. Если, допустим, Пестов узнавал, что кто-то из детей очень, ну, как сказать, доносчик, или он никогда это не прощал. И это очень важная вещь. Он очень следил за детьми, как они себя вообще ведут в социальном мире. Это не отражалось на его работе как к ученику, но очень сильно отражалось по отношению вот вне зала. Хотя, надо сказать, что он всех очень, так сказать, пестовал, потому что все-таки он Пестов, да, он очень пестовал нас, очень нам давал знания еще помимо балета. Он нас заставлял ходить в театры, в музеи, приносил нам книги, мы писали ему сочинения, ему как бы, и не такие, как ему писали на литературе, на русском языке, да, а совсем другие, именно свои мысли, свои отношения. Ему было очень важно выслушать наше мнение, он всегда хотел, чтобы мы его имели, что если мы посмотрели фильм или посмотрели
там какой-нибудь спектакль, чтобы мы высказались, вот что мы считаем, да. Это же период был, когда 90-е годы, когда видеомагнитофон только появился, и он был мало у кого, и вот Петру Антоновичу его подарили, этот видеомагнитофон, его ученики сложились и купили ему видеомагнитофон. И вот он нас приводил маленькими детьми к себе домой, приглашал с нашими родителями, как бы нас всех кормил, естественно, и показывал нам те записи, которые мы не могли увидеть. Барышникова, Макарова, Нуреева, вообще всевозможные какие-то западные записи, Бухонеса, Шауфуса. Он, чтобы мы развивались, объяснял нам, что хорошо, что плохо, что вот у этого танцовщика посмотреть, что у этого. А потом, когда все это заканчивалось, как бы вот о балете, чтобы нам было немножко интереснее, чтобы мы не считали, что вечер прошел даром, он обязательно нам показывал или Рэмбо, или Рокки, какую-нибудь очередную серию. Он понимал, что мы дети, что у нас есть другие интересы еще. И как бы вместе с полезным он обязательно нам давал вот такое, как сказать, сладкое, чтобы у нас это усвоилось как-то, чтобы нам было интересно прийти в следующий раз. Я был очень слабенький, я не мог выдержать вариацию, вот это было самое сложное. Я мог отдельно станцевать любую часть, а вместе это была катастрофа. И вот чтобы наработать эту, как сказать, выносливость, вот эти часы он надо мной, в принципе, издевался. Первые разы, вообще, когда мне заставлял он проходить от начала до конца вариацию, вот только заканчивался, мне казалось, все, он тут же заставлял пианиста играть сначала, и тут же заставлял меня танцевать заново, без остановки. И я, значит, я уже, естественно, уже не в состоянии был прыгнуть, я уже просто еле как-то вот так передвигался, он бежал за мной и толкал. И вот рекорд наш был 4 раза подряд, у меня шла пена изо рта, действительно, вот как загнанная лошадь. А он за мной бежал, вот так толкал и заставлял двигаться. Ну, он переломил этот момент во мне, и он понимал, что вот если это не сделать сейчас, это уже дальше никогда не сработает. Какие-то вещи были, конечно, мне тогда казалось, что очень жестоко. А потом я пришел в театр, и стало еще хуже. Но я был подготовлен к тому, что вот, Петр Антонович перед выходом на сцену меня всегда доводил до слез, обязательно. Я должен был хорошо поплакать, и потом только он мне, он так рассчитывал, что вот я нарыдаюсь, и выход. И когда я пришел в театр, и мне стали говорить, в какой-то момент уже в школе я уже привык, что поплакал, расстроился, танцевать надо хорошо. И в театре, когда стали мне делать всякие гадости, в театре всем делают гадости, это нормально, особенно тем, кто очень быстро идет вверх, то мне было все равно, я все равно выходил и танцевал, и это не отражалось на танце. И тогда я понял, зачем он это делал. Я ему позвонил, сказал: спасибо, вы мне приготовили, я в принципе неуязвимый, мне абсолютно все равно, что происходит. Как бы мне ни сказали, какую бы гадость мне ни сделали, у меня есть программа, я с ней выйду на сцену. Вот это, конечно, его житейская мудрость, она очень сильно мне помогала в жизни. Петр Антонович просто нас знает с детства, он точно знает, что мы можем. И, может быть, не всегда ожидает, что это как-то разовьется в дальнейшем. Да? И он точно очень формулировал всегда какие-то вещи очень четко нам. И мне, конечно, всегда очень ответственно. Мне хочется, чтобы ему было приятно смотреть. Мне этого всегда хотелось в школе, потому что когда у меня что-то не получалось, то ближайшая неделя была просто чудовищная. Я очень не любил в школе, когда он не приходил на спектакли. Там он решил отдохнуть, а, допустим, на следующий день он приходил в школу и спросил бы кого-нибудь из как Коля станцевал, там ему сказали: вы знаете, все ничего, но вот там вот где-то там то, что подскочил или смазал, все, это был кошмар. Лучше бы он сам был и сам видел, потому что переубедить его, что так не было, было невозможно. И потому всегда хочется, особенно когда вот он еще в Москве жил, все, кто часто ходил на спектакли с моим участием, всегда говорили, что если пест в зале, можно сразу понять потому, как чисто я танцую. Балет вообще, серьезный балет, серьезную музыку, серьезный спорт можно преподавать только с палкой в руке. И если этого нету, да, когда ты ребенок,
ты не можешь это понять. Потом ты миллион раз скажешь спасибо, если ты умный, конечно, человек. Если дурак, то нет. Что это было, потому что только в жесткости, вот в такой организации я не видел никогда ребенка, который бы с детства был такой очень организованный. Есть дети более просто старательные, есть дети совсем шалопай. Причем Шипестов очень любил, что мы шалим там и так далее. Он нас никогда не ругал за это. Но вот в классе этого не могло быть. Вот закончилось, делайте, что хотите, а в классе нет. И это очень важно. Потом очень важно, чтобы педагог вложил любовь к своему делу. Ведь я, когда пришел в Большой театр, я с первой секунды сказал точно вот так, пока я не знал, кто у него учился, но показывал пальцем сразу, что вот этот, потому что все стояли в белых носках, все очень аккуратно занимались. Уже прошло много лет, он работал в Штутгарте, и я приехал на какое-то гала, и стоит мальчик, делает батман-тандю. Ну, там много народу стояло. Я говорю, это пестовский ученик. Мне говорят, нет. Я говорю, это пестовский ученик. Мы подошли, точно это оказался сын Вадика Писарева, который учился у Петра Антоновича в Штутгарте. Этот жест ногой невозможно не перепутать ни с чем. Более культурных и воспитанных ног в русском балете, да, никому не удалось воспитать. Женские ноги легко организовать, они более способные там, да. Мы не берем Малахова и Цискоридзе, потому что это как бы исключение из правила. А мужские ноги — это проблема. Это очень большая проблема. И если посмотреть на всех, кто у него учился, да, особенно вот тех, кто в советский период, даже когда им 45, нога выглядит по-другому. Она уже настолько с детства в определенном ритме воспитана, что она по-другому не может. Это очень важно. Таких людей, к сожалению, нет. И мало кто идет по его пути, как педагог, только потому, что это очень сложно. Это полностью ты даришь свою жизнь ученику. Ведь в чем я это знаю точно, потому что я работаю педагогом, и вот сейчас, да, как бы танцуя, я на себя трачу гораздо меньше времени, когда сам готовлю какой-либо спектакль, нежели я готовлю с молодым артистом. И это очень сложно. И, допустим, когда мне Петр Антонович говорил, когда он приходил в театр, говорит, ой, Колька, говорит, я так устал на тебя смотреть, говорит, я так изнервничался, я думал, ну что он вот притворяется, ну что он нервничал. А сейчас, когда я смотрю на своего ученика, меня вот так трясет, я переживаю, и я теперь понимаю, что он испытывал, как он вообще, он никогда не присаживался во время спектаклей. Он стоял в кулисе все время, так нервно подергивал ногой, и нам казалось, ну что он там выпендривается. А на самом деле он очень переживал за любой наш вообще прокол.